Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро расклад события ближайшего будущего. Таро на неделю с 1 по 7 июля. Давайте узнаем у карт, как они видят для вашего знака зодиака неделю. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о том, что вы чувствуете, не передаст все тонкости вашей реальности, вашей жизни. Но я надеюсь, все-таки мы проведем с вами приятное время. И вы люди интуитивные. Тот вопрос, который вас, быть может, мучает, или ту задачу, которую вы хотите решить, переложите на метафору карты и что-то продумаете для себя. Найдете какой-то выход из лабиринта, может быть и так для кого-то. Итак, неделя. В нашем традиционном прогнозе мы зададим вопросы. И первый, что важно знать, что в приоритете для вас, как видят карты, энергетика, чего не избежать, неожиданности, возможное, чему сейчас не время или что может помешать. А что же вас будет радовать, что вам будет помогать, какие энергии, что скрыто. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, энергия денег на эту неделю и личная жизнь, как видят карты. Что же важно? А это вы сами, ваши планы, ваш внутренний мир, баланс, покой. В принципе, могут быть вопросы, которые будут умещаться одновременно и с личной жизнью, и с материальной составляющей. Может быть, это как ваша стратегия по заработкам. Какие-то вопросы, которые вы будете решать. Но, в принципе, дзен уже как бы предполагается. Уже мир, покой в душе нам показывают человека. Может быть, это приятное общение. Сама неделя где-то располагает к таким более вдохновляющим энергиям, мои дорогие. И, может быть, вам и придется где-то уравновесить в себе то, что просит ваша душа, и то, что есть в реальности. Может быть, подсказки вашего сердца, и одновременно вот так вот интеллектуально продумать какую-то материальную составляющую. Все зависит, у каждого здесь будет, безусловно, по-своему, потому что все зависит от того, какие вы задачи поставили. Но в основном как раз вы в своих энергиях. И достаточно спокойная неделя, как я могу предположить по этой карте. Неожиданности. Ну вот, наверное, какую-то путаницу вы точно разберете и разрешите. Двойка мечей – это когда мы должны сделать выбор. И сделать его сложно. Но вопрос-то вот как раз в реализме, мои дорогие девушка. Завязанные глаза и вороны – это символ мудрости в этой колоде. Они пытаются сорвать эту повязку с глаз. У них, понятно, это не получается. В результате они путают волосы. И получается какая-то паутина мыслей. И вот именно от вас самих, понимаете, никто не поможет. Вас, наоборот, могут еще больше запутать, даже из лучших побуждений. Потому что мы все разные, каждый по-своему видит свое предназначение или оценивает даже жизнь другого человека с позиции своей собственной. Вот здесь, мои дорогие, вы должны сами, вот как снять эту повязку, увидеть какую-то реальность для себя, решить вопрос. Вот в неожиданностях. Это не неожиданность, а именно быть реалистом. Вот, видимо, может быть, и есть какие-то вопросы, или, может быть, есть та тема, которую вы и не можете решить. Тогда дважды, трижды нужно увидеть, что же есть в реальности. Себя-то нет смысла мучить, потому что мы не можем изменить. Давайте посмотрим, чему сейчас не время. Вот еще одна двойка. А не время ожидать какого-то счастливого случая или прекрасная карта, но это карта отчасти жонглера, когда мы пытаемся и вашим, и нашим оттолкнуться от того, что для вас важно. Не пытаться всем угодить, не пытаться быть всем хорошими. Или когда мы стремимся, чтобы и овцы были целые, и волки были сыты. Ну, видимо, не на этой неделе. Здесь ваше собственное благополучие, мир, покой в душе, ваше душевное равновесие само по себе – это то, что важно знать. И если куда-то вам не хочется отправляться, или не хочется чем-то заниматься, или
может быть, как отношения или какие-то вопросы, они перестали вас вдохновлять, тогда точно нужно увидеть реальность и подумать, а нужно ли мне вообще либо туда идти, либо этим заниматься. Не место двойственности. Вот есть одно единое целое. Это вы. Что вам будет помогать, что вас будет радовать? Вот говорят карты, ты не надейся на авось, наоборот, приготовься к неожиданностям. Но ведь это добрая карта, колесо фортуны. Да, где-то, увы, балансировать, может быть, и приходится, но, наверное, отталкиваться от того, что вы хотите осуществить. Все свои усилия, душевные силы, физические силы нужно направить на то, как вот вы создаете свое качество жизни. К чему вы стремитесь? Не подумать, чтобы всем было хорошо. Мы говорим, да, волки сыты или даже овцы все целы. А вот в вашей собственной душе это как-то приносит какое-то моральное, скажем, удовлетворение от того, что вокруг вас вроде бы какое-то спокойствие, всем хорошо, а вот вам плохо. Или вам как-то не по себе. Или, ну, есть какая-то, возможно, и хандра, но и она не может длиться вечно. Нам говорят, что тут как раз будет что-то меняться, и пребывая в состоянии закрытых глаз, или когда мы, ну, должны сделать выбор, а мы все не решаемся. Мы упускаем какую-то возможность, ведь по колесу фортуны возможность сама по себе может быть, а мы ее можем не увидеть, потому что мы как-то, ну, вот для себя, может быть, прогнозируем движение в одном фарватере. Или мы уверены, что мы будем делать только так, а по-другому мы делать не будем. А рассмотреть варианты нас как раз приглашает карта. И если мы про баланс, девушка на цыпочках танцует волшебный танец, посмотрите, а нам показывают счастливого человека. И это при всем при том, что колеса вращаются, ей сложно держать равновесие. Но она в согласии с собой. И вот эти два кубика – это как фортуна, это как какой-то шанс, который может вам выпасть где угодно. Или подсказки вашей интуиции, как нужно правильно поступить. Ваше место там, где вам хорошо. Или по ощущениям, куда вас зовет душа. И даже если это не вписывается в ваши планы или в какую-то вашу стратегию, рассмотреть определенно, ну, как новые грани взаимодействия в любом деле или в вопросе отношений определенно стоит. Держать руку на пульсе, потому что быть готовым к неожиданностям – это то, что вам помогает. Что скрыто? Ну да, перемены, пока их не видно. И карта говорит, что-то будет меняться. Перемены практически на пороге. Всегда, когда карта колесница, нам говорят: освобождай место, пространство в своей жизни для чего-то нового. И пока ты где-то тормозишь, притягивая какую-то историю из прошлого, ты не даешь возможности войти совершенно чему-то альтернативному, новому, вот этим переменам. Или тогда ты неправильно распорядишься тем, что тебе дает судьба. Для кого-то из вас приезд человека к вам. Или вам, может быть, спонтанно придется куда-то отправиться. И это будет сделать правильно. Причем сделать это как-то вот реально, наблюдая, что происходит вокруг вас. Не отказываться от какого-то шанса. У вас две карты, мои дорогие, перемен. Или если какая-то запутанная ситуация, я могу предположить такой момент – вы снимаете вот эту повязку с глаз, даже если какая-то новость вас ставит в тупик. Но если, будучи реалистами, правильно оцениваем обстановку и видим уже какую-то возможность, если мы поступаем как-то по-другому, или какой-то вопрос по-другому решаем, или сумеем отойти от своих каких-то традиций. Вот этот момент, он тоже присутствует. И тогда жизнь будет очень быстро меняться. Со знаком плюс. Что-то пытается, практически на пороге, стоит, и у каждого по-своему. У кого-то это будет с новостью связано, у кого-то с ожидаемым документом или с каким-то перемещением. Может быть, с переездом это связано. Или, правда, поездкой, со сменой работы. Но есть сами по себе дважды перемены. И причем это все благоприятные перемены. Поэтому не удерживайте то, что не служит вашему прогрессу. А если нужно куда-то ехать, тогда отправляйтесь.
Выбор, правда, еще раз нам карта говорит, дела, работа, бизнес, семерка чаш. Может быть, нужно с чем-то определиться. И даже если одна дверь у нас словно закрывается, всегда открывается другая дверь. Но мы часто этого не замечаем, уставившись глазами в закрытую дверь. Эта фраза принадлежит не мне, а американской писательнице Хелен Адамс Келлер. Она была слепая. В ее жизни была только единожды весна, которую она смогла увидеть. Где-то в возрасте 1,5 лет в результате перенесенного заболевания она утратила способность видеть мир. Но вот эти воспоминания в ней сохранились вот с тех давних времен. Она была первой женщиной, которая сумела получить высшее образование. Сложная жизнь, сложный путь прошел человек. И, кстати, именно ей принадлежат еще те слова: «Жизнь – это либо смелое приключение, либо ничего». И вот у вас, мои дорогие представители знака зодиака Рак, это вот что-то подобное на этой неделе. Но выбор какой-то именно вы делаете, не кто-то за вас. Здесь могут и пытаться увести с пути истинного, и такое вот именно советами. Или это какая-то ваша многозадачность, или сложность с чем-то проститься. У кого-то и так. Может быть, вы даже по работе, мы ведь смотрим на работу, вы уже себе отстроили какую-то стратегию, тактику. У вас все ушло в каком-то заданном ключе. И вот, все пошло наперекосяк. И ваша стратегия не срабатывает, те планы, которые вы себе наметили, они тоже как бы рушатся, потому что какая-то концепция основная теряется. И тогда, о чем нам говорят, у тебя вот эта дверь одна закрылась, но у тебя открылась совершенно другая. И твоя задача увидеть вот какую-то альтернативную возможность. И в этом ты достигнешь большого успеха. Ведь период сам по себе планетарно для вас благоприятный. Давайте посмотрим, что на финансы. У кого-то может быть такая ситуация именно с финансами, нерешаемая. На данный период, опять же, времени. А нам говорят, посмотри альтернативно, и ты увидишь возможности именно там, где сейчас для тебя тупик. Если мы говорим про деньги, про траты, понятно, по 4 мечей мы складываем оружие. Мы не тратим деньги. Но ваша главная задача, вот и главное, есть к этому возможности, понимаете? Король чаш, мы говорим о равновесии душевном. У вас куда-то мысли не те или глубокое сожаление могут уводить от какой-то реальности, мешая вам как раз увидеть эти самые возможности сделать выбор. Но деньги, понятно, не тратим. В личной жизни это паш жезлов, это наше решение. У кого-то по части и личной жизни может быть. Но так глобально я не смотрю, все же неделя не такой большой срок. Да, вы можете принять важное решение, если оно касается вашей любовной, допустим, истории, семейной истории. И нам говорят тут, как жезл очертил круг, и теперь какая-то эпоха, цикл закончился, и уже начало чего-то нового. Но личная жизнь не только про любовь, это еще и сфера достижений, и у кого-то как раз сфера достижений может вызывать вот этот стопор, когда вам нужно с чем-то определиться. У кого-то, мои дорогие, это будет все взаимосвязано. Но вы на пороге именно перемен. Эта карта тоже перемен. И она говорит, решайся. Ведь по пажу жезлов проходит как раз инсайт. Когда мы точно знаем, как мы будем действовать. И еще более точно знаем, как мы действовать не будем. Вот интересный расклад. Давайте мы как карту совет я на оракул ангелов. А вы подумайте, какая тема или какой вопрос. Сведите, может быть, все ваши события жизни к одному главному вопросу. А мы попросим, чтобы нам оракул дал подсказку. Как действовать, например. Или дал совет. Слушай свою интуицию. Все то, что я вот, собственно говоря, сказала. И когда вот эти карты выпадают про интуицию, это однозначно. Есть то, что, знаете, сложно разложить по полочкам. Или то, что сложно
как-то проанализировать в нашем материальном мире. А вот шестое чувство как раз дает правильные подсказки, ваши планы и ваш выбор внутренний, который вам предстоит на этой неделе сделать. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.